Стильная фантастика, космическое путешествие, ураганы и боевики, знакомые франшизы в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 10 самых популярных фильмов по рейтингу IMDb. И учтите, здесь собраны не новинки, а самые популярные фильмы на текущий момент, часть из которых уже вышла в 22-м. А впереди у меня для вас еще очень много интересного. Не стесняйтесь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Все везде и сразу, захватывающая дух приключения Эвелин, китайской мигрантки средних лет, которая обнаруживает, что у нее есть доступ к другим вселенным и жизням, которые она могла бы прожить. И теперь она вынуждена спасать все сущее от невероятной угрозы. Этот фильм является ярким проявлением творчества, юмора и эмоций. Он успешно сочетает такие жанры, как боевик, комедия, научная фантастика и мюзикл. При использовании впечатляющих и изобретательных визуальных эффектов воплощает необычную концепцию мультивселенной. Фильм также освещает такие важные темы, как идентичность, самопринятие, семейные отношения, проблемы иммиграции и поиск своего места в жизни, и все они раскрываются с множеством нюансов и необычайной глубиной. Особенно сильной стороной фильма является его актерский состав, и в частности Мишель Йео, которая, пожалуй, сыграла лучшую роль в своей карьере, передав внутреннюю борьбу и рост своего персонажа через множество образов и испытаний. В то же время сюжет может показаться запутанным и сложным для понимания, особенно в третьем акте. Некоторые диалоги и пояснения, исходящие от героев, могут замедлить темп и снизить эффект некоторых сцен. К тому же фильм запросто может не понравиться многим зрителям, он очевидно экспериментальный и нетрадиционный. Все и сразу это уникальный и оригинальный фильм, который заслуживает того, чтобы его смотрели в первую очередь на большом экране. Он в трогательной манере отображает силу воображения и разнообразие человеческого опыта. «Крик 6» – старый добрый триллер, продолжающий культовую франшизу слэшеров. Фильм рассказывает о выживших после убийств призрачного лица, которые покидают Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке. Но их прошлое преследует и настигает их, когда появляется новый убийца, нацелившийся на героев и их друзей. Это продолжение, которое уважает оригинальные фильмы и добавляет новые повороты и сюрпризы. В фильме сочетаются юмор, саспенс, жестокость, исследуется тема травмирующего опыта. Даже удивительно, что особое внимание этому не уделялось в предыдущих фильмах. Немало отсылок для фанатов, причем все это выполнено с пониманием франшизы. Положительно отмечается и сильный актерский состав, особенно выдающаяся игра Кортни Кокс в роли Гейл Уэзерс. Мелисса Баррера и Дженна Ортега своей экранной химией также поддерживают киномагию на экране. Впрочем, предсказуемости сюжету избежать не удалось. Есть и логические пробелы, и небольшие сюжетные дыры, которые могут подорвать достоверность некоторых сцен. Ничего критичного, но особо придирчивые зрители их заметят. По поводу метафоричности и отсылок, для фанатов это явный плюс, а вот те, кто набрел на фильм случайно, имеют шансы не понять, о чем вообще идет речь. В целом, «Крик 6» — это веселый и захватывающий слэшер, который не забывает про предыдущие части и добавляет новых персонажей и сюжетные повороты. Уверен, он понравится как преданным поклонникам, так и новичкам. «Кит» – драма, рассказывающая историю Чарли, затворника и страдающего ожирением учителя английского языка, который пытается наладить отношения со своей дочерью-подростком Элли. Фильм снят по пьесе Сэмюэля Ди Хантера режиссером Дарреном Аронофски. Этот фильм является сильным и трогательным портретом человека, который борется со своей физической и эмоциональной болью. Он исследует одиночество, чувство вины, прощение и искупление, затрагивает такие тонкие вопросы, как ожирение, религия, сексуальность, семейные отношения, и все это с достаточным реализмом и чуткостью. Брендон Фрейзер проделал удивительнейшую работу для воплощения Чарли на экране. Его игра передает внутреннее смятение и человечность персонажа, несмотря на массивный костюм, который делает его почти неподвижным. Остальной актерский состав также демонстрирует высокий уровень игры, что, неудивительно, для качественной драмы каст крайне важен. Невозможно отрицать и то, что фильм запросто может показаться крайне медленным и жутко депрессивным. В основном действие происходит в квартире Чарли и сосредоточено на его разговорах с посетителями. В фильме есть и графически беспокоящие сцены, показывающие бытовые привычки героя и его осложнения со здоровьем. «Кит» — это глубокий и пронзительный фильм, который демонстрирует талант и мужество Брендона Фрейзера и Даррена Аронофски. Он является редким кинематографическим опытом, который имеет шансы тронуть сердце и душу, если, конечно, вы отважитесь его посмотреть. Лютер – «Павшее солнце». Криминальная драма-мистерия о Джонни Лютере, блестящем опальном детективе, который сбегает из тюрьмы, чтобы выследить серийного убийцу, терроризирующего Лондон. Фильм основан на телесериале BBC, созданном Нилом Кроссом и режиссером Дэйми Пейном. Является продолжением саги о Лютере, которое так ждали поклонники. В нем есть экшен, саспенс, неожиданные повороты, которые некогда сделали сериал таким популярным. А еще он глубже раскрывает характер Лютера и его отношения с бывшими коллегами и врагами. Идрис Эльба в
главной роли вновь показывает класс, играет харизматично, демонстрирует решительность и ум Лютера. Синтия Рива в роли Одетты Рейн, нового союзника, неплохо смотрится в дуэте с главным героем. Конечно, не так круто, как Рут Уилсон в роли Элис, но альтернатива вышла неплохая. Сюжет местами выглядит нереально и неправдоподобно. Следует знать и то, что фильм больше мрачный, жестокий боевик, чем динамичный детектив, как оригинальное шоу. В любом случае, главное достоинство нового Лютера — это то, что фильм возвращает одного из самых знаковых детективов современного телевидения, логично завершая его историю. Его обязательно нужно посмотреть поклонникам Лютера и Идриса Эльбы. «Кокаиновый медведь» — комедийный триллер о странной группе полицейских, преступников, туристов и подростков, которые приезжают в лес штата Джорджия, где огромный черный медведь после непреднамеренного употребления кокаина впадает в ярость и выходит на кровавую охоту. Вам тоже кажется, или индустрия сделала круг и трэш-боевики снова в тренде? Фильм представляет собой уморительную и возмутительную пародию на реальную историю о медведе, который умер после того, как съел 40 килограммов кокаина, оставленного контрабандистом в 1985 году. В фильме смешиваются абсурдный юмор, жесточайшее насилие и отсылки на поп-культуру. И все это в действительно быстром темпе. «Кокаиновый медведь» также высмеивает различные стереотипы и клише жанра и типовых персонажей. Неудивительно, но некоторым зрителям сюжет может показаться слишком глупым и нелепым, особенно во всем, что касается поведения медведя. Есть грубые и даже оскорбительные сцены, он перегружен насилием. Но в целом, «Кокаиновый медведь» — это веселый и просто сумасшедший фильм, который соответствует своей идее и названию. Это дикая история для поклонников черного юмора, которая заставит фанатов поджанра просто орать в голосину от абсурдности ситуаций. «Шазам. Ярость богов» — комедийный приключенческий боевик о Билли Бэтсоне, подростке, который может превращаться в супергероя, произнося волшебное слово «Шазам». Фильм является веселым и захватывающим продолжением истории о Шазаме, которая понравится поклонникам первого фильма. В нем имеются те же самые юмор, экшен и упрощенные семейные взаимодействия между героями, которые сделали первый фильм таким популярным. Появляются новые персонажи, новые проблемы для Билли и его приемной семьи. Спецэффекты на уровне, на мой взгляд, выглядят намного натуральнее, чем в том же «Черном Адаме». Как и оригинал, этот фильм больше походит своим легким тоном и красочностью на типовые проекты MCU, и, очевидно, именно таким зрителей и будет кормить Джеймс Ганн во главе DC Universe. И я понимаю, что это комикс-муви, но сюжет может показаться слишком уж поверхностным и предсказуемым, особенно если не смотреть первый фильм. До откровенной пошлости еще не дошло, все же «Шазам» — это нечто вроде семейной супергероики, но намеки в некоторых сценах уже есть. «Шазам. Ярость богов» — это развлекательный и приятный фильм, который расширяет вселенную и его персонажей. Все такое же семейное юмористическое приключение, как и первая часть. «На Западном фронте без перемен» — военная драма режиссера Эдварда Бергера, основанная на одноименном классическом романе Эриха Мария Ремарка. События разворачиваются во время Первой мировой войны. Фильм рассказывает о Пауле Боймере, юном немецком солдате, который вместе со своими одноклассниками под влиянием своего пропагандиста-учителя-патриота сбегает из-под родительского крыла и добровольно вступает в армию. Однако вскоре они сталкиваются с суровой реальностью войны на Западном фронте, где они ежедневно становятся свидетелями смерти, страданий и ужасов. Фильм показывает физическое и психологическое воздействие войны на Пауля и его товарищей, а также тщетность и абсурдность конфликта. Фильм является душераздирающей экранизацией романа с некоторыми новыми поворотами и особенностями сюжета, добавленными режиссером и соавторами сценария. Фильм не уклоняется от изображения насилия и жестокости войны, но в первую очередь он исследует темы дружбы, человечности и выживания. Визуально выглядит невероятно впечатляюще, что во многом достигается благодаря операторской работе и дизайну декораций, напряженной тревожной музыки или же полному отсутствию фоновых звуков. Я не буду отдельно говорить про актеров центральных ролей, они все проделали впечатляющую работу. Стоит упомянуть Даниэля Брюля, который играет небольшую второстепенную, но очень важную роль Матиаса Эрцбергера, похоже, единственного немецкого политика, который пытается спасти жизни людей и подписывает перемирие. Не спойлер, это исторический факт. Фильм не для слабонервных, он переполнен сценами графического насилия и кровопролития. Он эмоционально истощает, не дает никакой надежды на спасение и искупление. Мне самому было нелегко его смотреть, однако это сильный и трогательный фильм, который убедительно и уважительно передает идею романа. Ни капли не удивлен, что он получил 4 премии «Оскар», в том числе за лучший международный художественный фильм и лучший дизайн. Пожалуй, «На Западном фронте без перемен» обязательный к просмотру фильм для всех, кто разделяет ценности и идеи гуманизма.
Банши и Нишерина – комедийная драма с Колином Фарреллом и Брэндоном Глисоном в главных ролях двух лучших друзей, живущих на отдаленном острове у побережья Ирландии. Фильм рассказывает об их отношениях, которые достигают переломного момента, когда один из них решает покончить с дружбой, что приводит к серии трагикомических событий. Это мрачное и остроумное исследование дружбы, одиночества и мести с оттенком магии. Фильм демонстрирует фирменный стиль автора сценария и режиссера Мартина Макдонаха, острые на язык диалоги, абсурдный юмор и жестокие повороты. Также в наличии элементы ирландского фольклора и мифологии. Фильм в том числе является и данью уважения острову Инишмор, где Макдонах провел лето своего детства и где проходили съемки фильма. Роли сыграны отлично, естественно, во главе всего исполнение Фаррелла и Глисона, у которых прекрасная химия, которые передают как уморительные, так и душераздирающие моменты их отношений. Музыка запоминается, природа острова восхитительна. Фильм, опять же, не для всех. Содержит сцены грубой лексики, насилия, далеко не самого гуманного обращения с животными. Также он является и эмоционально сложным. Однако это блестящий оригинальный фильм, в котором комедия и драма особым, уникальным образом сбалансированы. Не пропустите, если вам нравятся мрачные комедии с особой атмосферой. Он заставит вас смеяться, плакать и много думать, а иногда все это одновременно. 65. Научно-фантастический триллер Скотта Бека и Брайана Вудса с Адамом Драйвером в главной роли. Он играет астронавта, который совершает аварийную посадку на таинственной планете, где за ним охотится смертельно опасное существо. Фильм рассказывает о его попытках выжить и вернуться обратно, а также о тайнах планеты и собственного прошлого. Бек и Вудс, известные своей работой над обеими частями «Тихого места», вновь продемонстрировали талант создавать напряженные и интересные истории с минимальным количеством диалогов и ресурсов. Продюсером фильма стал Сэм Рэйми, который прекрасно чувствует себя в жанрах ужасов и фэнтези. К тому же в своей основе фильм имеет довольно простую предпосылку, которая позволяет в полной мере проявить творческий подход и подготовить зрителям немало сюрпризов. Драйвер на главной роли неплох, естественно, если вы из тех зрителей, которые могут воспринимать его на экране. Кроме того, в фильме очень хорош дизайн и VFX существ, музыкальная композиция захватывает. Конечно же, фильм не лишен недостатков, таких как проблемы с темпом, сюжетные дыры и клише. Некоторые элементы были заимствованы из других научно-фантастических фильмов. И тем не менее, 65 — это увлекательный и захватывающий фильм, который обещает подарить зрителям множество напряженных и интересных моментов. 65 понравится большинству поклонников научно-фантастических триллеров с необычным сеттингом. На мой взгляд, он не заслуживает настолько низкого рейтинга. Джон Уик 4 – криминальный боевик режиссера Чада Стахелски с Киану Ривзом в главной роли. Фильм продолжает сагу о Уике, который стал целью высшего стола после того, как нарушил его правила и убил одного из его членов. В фильме расширяется мир Джона Уика, появляются новые места, персонажи и группировки, возвращаются знакомые лица и элементы сюжета. Нам рассказывают о том, как Уик найдет способ победить высокий стол и обрести свободу. В наличии столкновения с новыми врагами, встречи с могущественными союзниками и старыми друзьями. Фильм способен похвастаться захватывающими экшн-сценами, поставленными Стахелски и его командой каскадеров. В фильме демонстрируются различные стили боевых искусств, стрельба, бои на ножах, погони на автомобилях и даже верховая езда. В общем, все то, за что зрители так сильно полюбили франшизу. При этом Ривз сам выполняет большинство трюков и дерется с завидной ловкостью и мастерством. Новый Джон Уик, естественно, содержит сцены насилия и кровопролития. Не то чтобы это кого-то могло удивить, но вдруг обзор сейчас смотрят те, кто пропустил 3 предыдущих фильма и решил запрыгнуть во франшизу сразу с 4-го. Также фильм не отличается оригинальностью. Он следует все той же самой формуле и структуре, что и все предыдущие фильмы. Он не очень глубокий и не очень содержательный. Максимальное внимание уделено именно стилю. Джон Уик 4 — это фильм обязательный к просмотру для всех, кто любит остросюжетные триллеры. Особенно эффектно он выглядит на большом экране. Это увлекательный и захватывающий фильм, который выполняет все обещания трейлеров о безостановочном и эффектном боевике. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!